Побережье Балтийского моря. Западная граница нашей страны. Здесь расположены Эстонская, Латвийская и Литовская ССР, образующие вместе с Калининградской областью Прибалтийский экономический район. Приморское положение определяет особенности хозяйственного комплекса района. Отсюда кратчайший и самый дешевый путь в страны Северной и Западной Европы. Через морские ворота Прибалтики идет непрерывный обмен грузами с зарубежными странами. С каждым годом все интенсивнее развиваются внешнеторговые связи Советского Союза, и, соответственно, растет роль прибалтийских портов как центров международной торговли. Самая густая в стране сеть железных и шоссейных дорог связывает прибалтийские порты со многими промышленными районами Советского Союза. Выгодное экономико-географическое положение, а главное высокая квалификация и трудовые навыки населения – основа сложившегося здесь машиностроительного комплекса. Интенсивное развитие машиностроения началось в советское время. Оно стало отраслью общесоюзного значения. Неметаллоемкое, точное и сложное машиностроение – основная специализация района. Во всех прибалтийских республиках выпускают высококачественную электротехнику и радиоаппаратуру. Каждый четвертый советский радиоприемник изготовлен в Латвии. Рижский завод ВЭФ – флагман прибалтийского машиностроения. Это единственное предприятие у нас в стране, где производят автоматические телефонные станции. Высокую производительность труда и качество продукции обеспечивает широкое внедрение новейшей техники, автоматических поточных линий, ЭВМ. ВЭФ, как и другие предприятия района, отличает высокий уровень бытового обслуживания трудящихся. И как результат, здесь практически отсутствует текучесть кадров. На привозном сырье развиваются и некоторые металлоемкие производства. В первую очередь транспортное машиностроение. Такие микроавтобусы и вагоны для электро- и дизельных поездов поставляют заводы Латвии. Суперэкспресс с электронным управлением курсирует между Москвой и Ленинградом. Он развивает скорость до 200 км в час. Природные ресурсы Прибалтики сравнительно невелики. В электроэнергетике района используется торф и особенно горючие сланцы, по запасам которых Эстонская ССР занимает первое место в стране. Ежегодно здесь добывают около 30 миллионов тонн сланцев. Сланцехимическая промышленность имеет общесоюзное значение.
Переработку горючего камня осуществляет крупнейшее эстонское объединение «Сланцехим», выпускающее до 40 видов продукции. На горючих сланцах работают эстонская и прибалтийская ГРЭС. Но интенсивно развивающееся хозяйство района требует все больше электроэнергии. Это вынуждает каждую республику полнее использовать свои ресурсы. Так, в Латвии построен каскад гидроэлектростанций на реке Даугаве. А вот тепловые электростанции Литвы и Калининградской области работают на привозном угле и мазуте. Однако в последние годы их все чаще заменяет газ, поступающий по газопроводу из Западной Сибири и с Украины. Он и дешевле, и меньше загрязняет атмосферу. Проблему энергоснабжения поможет решить Игналинская атомная в Литве. Сегодня все электростанции прибалтийских республик входят в состав единой энергосистемы Северо-Запада СССР. В прошлом Прибалтика была богата лесами, поэтому переработка древесины – одна из старейших отраслей специализации района. Но из-за хищнической вырубки в период фашистской оккупации лесные массивы сильно поредели. Сейчас широко развернулась работа по их восстановлению. Большую часть древесины, используемой в производстве, привозят из Северного экономического района. Поэтому центры по ее переработке расположены в крупных железнодорожных узлах, таких как Вильнюс, Даугавпилс, Тарту, а также в портах Таллин, Рига, Калининград. Прибалтийские республики занимают видное место по выпуску качественной бумаги, фанеры, строительных конструкций, мебели, сборных домов. Издавна эстонские и латвийские рыбаки известны как умелые мореходы. Рыболовство – традиционное занятие населения прибрежных поселков. Но основной улов приходится на океанический флот, который базируется в балтийских портах и в первую очередь в Калининграде и Клайпеде. Часть рыбы первоначально обрабатывается, замораживается прямо на траулерах, работающих в Атлантике, а часть на берегу, в портах и рыболовецких колхозах. Здесь рыбу солят, коптят, консервируют. Полтора века назад в Эстонии была построена первая консервная фабрика. И сегодня таллинские кильки, шпроты пользуются большим спросом у нас в стране и на мировом рынке. Близость моря ощущается в мягком, влажном климате Прибалтики.
Казалось бы, такой климат благоприятен для сельского хозяйства. Но в то же время избыточное увлажнение, особенно в Эстонии, следы древнего оледенения, валуны, затрудняют обработку земли. Да и сами подзолистые почвы малоплодородны. Поэтому проводится комплексная мелиорация земель. Эстония поставляет прибалтийским мелиораторам сельскохозяйственную технику. Литва – основной поставщик минеральных удобрений. В районе широко используются современные приемы агротехники. Опытно-селекционные станции обеспечивают посевным материалом специализированные хозяйства. Все это во многом определяет будущий урожай. Повсеместно выращивают травы, корнеплоды и зерно на корма. Большие урожаи дает лен, особенно в Литве, где климат мягче, теплее. Естественные пастбища и луга, сочные корма позволяют разводить высокопродуктивный молочный скот. Животноводство – главная отрасль сельского хозяйства, основа агропромышленного комплекса. Высокий уровень механизации животноводства отличает прибалтийские республики. Энерговооруженность труда на фермах превышает общесоюзную в 1,5 раза. И не случайно здесь самые высокие в стране надои молока. Только в Прибалтике развито у нас беконное свиноводство. Для откорма беконных свиней ученые Латвии предложили белок. Его получают из дрожжей, выращенных на молочной сыворотке. Благодаря белковой добавке суточный привес молодняка достигает 700 тысяч граммов. Повсеместно развивается и промышленное птицеводство. Важное звено агропромышленного комплекса – переработка сельскохозяйственного сырья. На базе животноводства созданы такие отрасли, как молочная, маслобойная, сыродельная. Прибалтийские республики не только обеспечивают себя основными продуктами питания, но и вывозят их в другие районы страны, внося тем самым весомый вклад в решение продовольственной программы. Лен – единственное местное сырье для текстильной промышленности. Хлопок и шерсть привозят из Средней Азии и Казахстана. Старинная кленгольмская мануфактура в Эстонии оснащена сегодня самой современной техникой. Это ведущие предприятия района, выпускающие хлопчатобумажные ткани. Одно из условий успешного развития агропромышленного комплекса – продуманная система подготовки квалифицированных специалистов. Не менее важно привлечь молодежь к работе на селе. Вместо старых обособленных хуторов
строятся новые благоустроенные поселки. В прибалтийских республиках бережно сохраняются национальные традиции. Давние занятия населения прибрежных поселков – обработка янтаря. Старинные промыслы, обычаи. Традиционные народные праздники. В них участвуют почти все жители республик, как в маленьких поселках, так и в крупных городах. Такова сегодняшняя Прибалтика. Один из наиболее экономически развитых районов нашей страны.